Сегодня 8 августа 2024 года, и по этому пешеходному переходу видно, насколько в Одессе сейчас много людей. В основном все эти люди только приехали в Одессу, на железнодорожный вокзал, потому что после железнодорожного вокзала первое место, в которое попадает 90% приезжих, это Старосиная площадь. Вот туда мы с вами и идем. Всех приветствую из Одессы. И с начала этого видео уже видно, что несмотря на то, что бы ни происходило в городе, в Одессу все равно приезжает большое количество туристов не только из-за границы, но и из других городов Украины. Передо мной идут девочки, и сразу видно, что они были на пляже, потому что они полностью запшиканы пантенолом. Обратите внимание, какое здесь количество сегодня людей. Конечно же, все с чемоданами, с пакетами. Кто-то сел перекусить перед дорогой. Здесь практически все кафе переполнены. Кто-то сидит в кафе, кто-то сидит на лавочках, ждет свой автобус, свой поезд. Кто на чем уезжает. Несмотря на то, что в этом году в Одессе очень много положительного, стало меньше тревог, меньше взрывов, и люди хотя бы могут насладиться летом перед сложной зимой, все равно есть много нюансов, которые портят жизнь. И происходит как не одно, так другое. Последние дни одесситы заметили очень неприятный запах в воздухе, запах какой-то гари. И многие не могли понять, что происходит, в том числе я, потому что я приехала вчера в центр города, была на Дерибасовской горсаду, и просто вышла на улицу, и невозможно было дышать. Немного даже была какая-то дымка в воздухе, и мне показалось сначала, что какой-то пожар или что-то химическое. Но потом я зашла в интернет и прочла, что же произошло в нашем городе и почему одесситы снова задыхаются. В настоящее время происходит тление торфяных слоев, поэтому в городе чувствуется характерный запах. И тот факт, что он распространяется по всей Одессе и долго держится, связан с известным феноменом, который наблюдается у нас последние несколько десятилетий. При определенных соотношениях температуры, атмосферного давления и влажности над Одессой образуется своеобразный колпак, который запирает воздух. И все испарения от лиманов, свалок, моря, нефтебазм, дым от горящей растительности, все концентрируется и дает такой эффект. Проблема того, что в городе нечем дышать, касается не только Одессы, потому что во многих больших городах происходит то же самое. Но в этом году просто как никогда. Во-первых, было отключение света, постоянно работали генераторы, загазованность от машин. В стране война, тоже загрязнение экологии, конечно, происходит. И плюс ко всему еще и пожары, еще горит этот камыш, какой-то запах. Еще был массовый мор рыбы в Хаджибее, был какой-то запах. И здесь тем, что вот просто не хватает кислорода, хочется подышать, мы уже реально думаем куда-то уехать из Одессы хотя бы на какое-то время, подышать воздухом, настоящим кислородом, походить где-то за городом на пляж более чистый, чем в городе, потому что хочется дышать свежим воздухом, а в городе пока это невозможно по вот этим всем причинам, которые я перечислила. Поэтому, если есть возможность, то выезжайте за город, а дышите свежим, хорошим, полезным воздухом. Как я говорю, ничего людям не мешает приезжать в Одессу на море. Абсолютно большинству людей все равно, какой воздух. Сегодня, кстати, уже не такой резкий запах, но все равно в некоторых районах города он присутствует. Но видите, все из-за такого феномена, о котором я вам рассказывала. Некоторые люди сюда приходят не только подождать поезда, но и просто отдохнуть.
кто-то здесь рядом живет, и получается, что Старосиная стала как мини-парк, еще и с развлечениями. Очень много людей здесь в кафе сидит. Видите, люди сидят с огромными чемоданами, а кто-то и вовсе устал ждать поезд и просто прилег отдохнуть. Если посмотреть кафе, то действительно почти все переполнено, потому что пока люди ожидают свой транспорт, вот здесь можно перекусить, картошка фри 80 гривен, наггетсы куриные 120 гривен, хот-дог 120 гривен французский, даже суши есть, чтобы не скучно было ждать поезда и автобусы. Но уже в другой стороне Старосиной площади людей немного поменьше. Но все равно так ухаживают красиво за цветами. Смотрите, август, и какая красивая петунья. Видно, что все время ее поливают. Здравствуйте. Здесь все было в ужасном состоянии, и просто страшно было днем ходить. Сейчас это все привели в порядок, и люди могут в красивой обстановке, в приятной атмосфере либо возвращаться домой, либо приезжать в Одессу и сразу видеть что-то красивое, а не руины. Вот даже если бы я не говорила, что это место находится возле железнодорожного вокзала, то все равно это можно бы было увидеть, потому что здесь практически каждый третий человек идет с какой-то сумкой или с большим чемоданом. По чемоданам можно определить, кто в Одессу надолго, а кто на пару дней. Видите, работает уже фонтанчик. И обратите внимание, какие наполированные дельфины, потому что по ним, на них все время сидят дети и с ними фотографируются. И они поэтому такие блестящие. В Одессу приезжают люди абсолютно разных возрастов. И пожилые люди, и молодые, и дети. Все любят наш город. А вот еще кафе с ценами. Эспрессо 35 гривен, американо с молоком 40, соки. И тоже есть суши. Здравствуйте. Когда-то было много споров насчет того, что на Старосиной заставили все магазинами, киосками. Но вы знаете, в этом есть свои плюсы. Я вот хожу, и все это пользуется популярностью, потому что здесь сидят люди, все покупают. Не сидят просто на лавочках и ждут поезд, а имеют возможность зайти, выпить кофе, чай и что-то вкусное перекусить. Поэтому это, как показывает практика, неплохо. А вот в кафе кому-то готовят обед, и на обед у кого-то будет шашлык. Ой, здесь такой жар, лучше отойти. В площади все еще стоят генераторы, потому что если сейчас временно не отключают свет, то это не значит, что его не будут отключать, поэтому никто их не убирает. Здесь за всем ухаживают, все поливается, все, несмотря на такую жару, очень зеленое. И есть такая природная тень, которая очень спасает летом. Особенно тех людей, у которых нет возможности сидеть в ресторанах. Не в ресторанах, а в кафе. А вот ждет своих пассажиров новенький одесский трамвайчик. Здесь рядом и автостанция, и ЖД вокзал. Поэтому на чем бы вы ни приехали, изначально вы попадаете либо на Старосиную площадь, либо на ЖД вокзал, который находится возле Старосиной площади. Поэтому в любом случае, если вы приезжаете на общественном транспорте, в 90% вас привезут именно в это место. Вот даже сейчас снимаю для вас видео и все равно чувствую какой-то неприятный такой запах в воздухе.
Немного кажется сначала, что он химический, но с другой стороны понимаешь, что если сжечь листья или сухую траву, то запах примерно такой же. Поэтому действительно горит камыш. Это чувствуется здесь на Страсиной не так, как вчера в городе, но все же аромат присутствует. Спасатели сообщают о том, что сгорело уже больше 16 гектар этого камыша. Поэтому неудивительно, что в разных районах города сохраняется такой неприятный аромат гари. В этом году 2024 год стал первым годом с начала войны, в котором в Одессу приезжает так много людей из других городов Украины и из-за границы, потому что в прошлом году и в позапрошлом году такого не было. В основном все боялись ехать. В этом году Одесса ожила и стала напоминать Одессу, да, военную. Если бы еще не тревоги и взрывы, было бы вообще замечательно.